Всем привет на канале Фаворит Фишинг. В прошлом выпуске мы говорили о партикуле удилища и длине, а теперь поговорим о более расширенной информации, которую мы указываем на наших удилищах. Это тест. Мы указываем два типа теста. Тест по приманках в граммах и тест по леске. Обычно указываем его или в фунтах, или в единицах ПЕ. Это две основные характеристики удилищ. Любой предмет вокруг имеет свои характеристики. Например, у монитора это разрешение, у машины это объем двигателя и мощность, у зарядки это сила тока, которую она выдает. Все эти характеристики можно измерить, и они объективны и следуют каким-то определенным стандартам. В рыбалке же никаких стандартов нет. Померить можно только длину или вес удилища. Тест удилища — это понятие полностью субъективное. Поэтому многие производители указывают тест так, как они его видят, и часто даже спекулируют на этом. Я считаю, что пока нет каких-то общих стандартов, каждому производителю нужно иметь четкое аргументированное понимание, что такое тест удилища, и придерживаться единой концепции во всех своих моделях. Сейчас расскажу вам несколько мифов о тесте удилища. Например, то, что верхний тест — это тот вес, выше которого удилище обязательно сломается на забросе. На самом деле это не так, и было бы очень глупо производителю указывать верхний тест близким к границе предела возможностей удилища. Потому что даже если мы будем забрасывать вес, который в пределах этой границы, бросим чуть резче, удилище может сломаться. Мы же не можем рассчитывать силу нашего броска, соответственно, каким-то стандартам. Второй момент здесь такой, что если мы говорим о весе, который действительно близок к предельным возможностям удилища, то ловить таким весом будет абсолютно некомфортно. Удилище будет перегружено, и оно будет просто проваливаться на проводке и забросе. Поэтому верхний тест удилища очень далек от границы возможностей этого удилища. Но я вам не советую искать эту границу. Часто еще можно услышать мнение, что верхний тест — это тот вес, на котором удилище еще не проваливается во время заброса. Но где определить границы этого проваливается? Для меня это проваливается может быть одно, для кого-то другого может быть совершенно другое. Кроме того, удилище ведь не предназначено только для заброса. Основная задача удилища — это делать проводку приманки, делать анимацию. Поэтому такое определение теста тоже будет неправильным. Допустим, если мы говорим о джиге, то вес, который уже близок к провалу на забросе, мы не сможем нормально проводить резкой анимацией, например, двойным подбросом. Все, о чем я сейчас говорю, это не теория, это чистая практика. У нас есть возможность это проверять. У нас есть образцы, прототипы, которые мы перегружаем во время тестирования и делаем с ними все, что захотим. Мы перетестировали уже сотни удилищ и сделали определенные выводы. Кстати, открою вам страшную тайну. Абсолютно любое удилище можно перегружать. Естественно, в разумных пределах. Я не буду сейчас говорить о том, насколько я иногда перегружал на тестировании образцы, чтобы у вас не было соблазна это повторять, потому что это уже будет на ваш страх и риск. Но если речь идет о небольшом перегрузе в пределах 10-15%, то можно. Естественно, если очень постараться, вы можете сломать удилище и в пределах заявленного теста. Итак, как мы указываем тест удилища? Поскольку тест — это штука субъективная, мы указываем его на основе нашего субъективного опыта. Причем мы учитываем как заброс, так и проводку приманки, и обязательно в зависимости от стиля ловли, для которого предназначено это удилище. Чаще всего тест указывается применительно к джигу, потому что джиг — это самый требовательный вид ловли. И допустим, если удилище у нас будет нормально работать на джиге 20 грамм, то и колебалку 20 грамм оно бросит без проблем.
Если удилище предназначено не только для джига, но и твичинга, мы тоже делаем определенные корректировки. Если это специализированное чисто твичинговое удилище, то мы просто укажем дополнительно тест в виде размеров воблеров, с которыми оно будет нормально работать. Нижний тест — это тот вес, который уже хоть как-то загружает бланк удилища. Этот вес уже вполне комфортно бросать, и кончик удилища будет отрабатывать касание дна в комфортных условиях. Верхний тест — это тот вес, при котором удилище еще не проваливается ни на проводке, ни на забросе. Тест, который мы указываем на наших удилищах, это веса, с которыми удобно и комфортно работать. И эта информация основана на нашем опыте. Поэтому я не люблю отвечать на вопрос о тесте образцов. Мы часто, например, на выставках показываем предсерийные образцы, и, допустим, на удилище может быть указан тест 3,12 грамм. Но после того, как мы его протестируем, мы скорректируем тест, и в серию пойдет удилище с тестом 4,14 грамм. Часто спорят, тест это с учетом приманки или без. Мы считаем, что без. Тест это тот вес, который написан на грузике. Вот написано 8 грамм, значит 8 грамм. Потому что, например, вы знаете, сколько весит 3-дюймовый Easy Shiner? Я уверен, что многие не знают. Ну и зачем это все усложнять? Естественно, это касается нормальной средней ситуации. Если вы используете, допустим, 5 грамм и ставите приманку размером 6-8 дюймов, то это уже совершенно другая история, и это исключение из правил. Есть еще два важных момента, о которых я хочу поговорить. Чем шире тест указан на удилище, тем меньше это соответствует действительности. Ребята, ну не бывает теста от 1 до 20 грамм. И даже тест от 1 до 12 грамм тоже мало соответствует действительности. Такое удилище будет проигрывать где-то или по низам, или по верхам. Некоторые производители даже специально манипулируют тестом и указывают более широкий диапазон для того, чтобы привлечь покупателей. Даже к нам иногда поступают просьбы от наших партнеров, часто зарубежных, указывать более широкий тест. Но мы этого не делаем, потому что мы считаем, что это прямой обман потребителя. Второй момент. Часто замечал, что новички, когда выбирают удилище, ориентируются или по нижнему тесту, или по верхнему тесту. Но это неправильный подход. Всегда нужно смотреть где-то между. Оптимальный тест всегда будет где-то в середине диапазона. Например, основные наши веса это от 10 до 14 грамм. Естественно, иногда чуть-чуть меньше, иногда чуть-чуть больше. В этом случае выбор удилища до 14 грамм будет абсолютно неправильным. Правильнее будет подобрать удилище где-то грамм до 16-18, а в некоторых случаях даже 20, потому что с 10-14 граммами это удилище будет работать оптимально. В таком случае это удилище позволит использовать веса и немного меньше, и немного больше. Первый вопрос, который я задаю, когда меня спрашивают о выборе удилища, какие ваши основные веса. Задавайте его и вы себе, и тогда будет гораздо проще сориентироваться и выбрать спиннинг. Тест по леске. Чаще всего его пишут или в фунтах, эта традиция пошла к нам с американских удилищ, или в единицах PE. Это мы позаимствовали у японцев. Честно говоря, никогда не видел тест по леске в килограммах, хотя казалось бы логичным переводить фунты в килограммы, как это часто делают на шнурах. Но чаще всего все-таки тест выражается в фунтах, то есть производители просто слепо следуют традициям. Так что же такое тест по леске? Здесь есть тоже достаточно много мифов, и самый распространенный, что тест по леске это максимальная нагрузка, которую может выдержать удилище. На самом деле это полный бред, потому что было бы идиотизмом для производителя указывать такие данные. Что это значит? То есть если указано 5 килограмм, то на 4,5 удилище еще не ломается. А как это доказать? Как опять же определить границу той силы, которую вы
прикладываете к удилищам 4,5 или 5 килограмм. И опять же, что это нам дает? То есть, если указано 5 килограмм, мы можем поднимать в воздух щуку весом 4 килограмма, а если она начнет биться? Ну, к реальной рыбалке это не имеет никакого отношения. На самом деле значение максимальной нагрузки иногда указывается на морских удилищах или удилищах, специализированных для ловли трофейной рыбы. Причем это значение намного ниже реальной предельной нагрузки, ниже приблизительно на 30%. Эта характеристика называется Max Drag и имеет значение только при ловле крупной рыбы, где действительно нужно приложить очень большую нагрузку, чтобы ее вытащить. В таких случаях нам нужно знать, на какие нагрузки рассчитана снасть. Еще мне приходилось слышать, что нижний тест — это разрывная шнура, ниже которой при забросе будут происходить отстрелы. Но это тоже не имеет логики. Допустим, мы возьмем удилище с тестом до 21 грамма и определим, что отстрелы происходят на шнурах ниже 0,3 по японской нумерации. И что это нам даст? Будет абсолютно нелогично рекомендовать использовать ультралайтовый шнур на удилище с тестом до 21 грамма. Или если это ультралайтовое удилище, где отстрелы происходят на шнурах с разрывной нагрузкой, которых не бывает, допустим, 200 или 300 грамм, что мы тогда будем указывать в виде нижнего теста? Несколько лет назад мне стало интересно, и я задавал вопросы многим представителям и простаферам японских брендов, у которых в ассортименте есть удилища. Что же такое тест по леске? Во всех случаях я получал ответ, что это просто рекомендация производителя, какую леску, флюр или шнур следует использовать с этим удилищем. И я полностью согласен с такой концепцией. Эта информация, которую мы указываем на удилище, просто наша рекомендация, какой шнур лучше использовать именно с этим удилищем. Это оптимальное его значение. Если вы хотите бросать дальше, берите нижнее значение. Если вам нужно покрепче, но вы понимаете, что вы потеряете в дальности, берите верхнее его значение или выбирайте золотую середину. Если же вы возьмете меньше указанного или больше указанного, то снасть уже не будет так сбалансирована. Мы предпочитаем указывать в японских единицах PE. Они не имеют никакого отношения к весу и поэтому не позволят путать тест с нагрузками на удилище. У нас в 95% случаев, а то и больше, пользуются шнурами. И японская нумерация PE очень удобна, она достаточно хорошо у нас уже прижилась, и спиннингисты ей активно пользуются. Я думаю, по маркировке шнуров нам стоит снять отдельное видео, где я объясню, почему неправильно мерять диаметр шнура. Если вам эта информация интересна, пишите в комментариях. Надеюсь, что все, что я сейчас рассказал, поможет вам сориентироваться в мире спиннинговых удилищ и упростит выбор удилища под ваши условия. Не забывайте подписаться на наш канал. В следующем выпуске мы поговорим о строе удилища. Пока!